Вы когда-нибудь были рядом с человеком, чье присутствие само по себе истощает вашу энергию, манипулирует вашими эмоциями или оставляет хаос после себя? К сожалению, зло существует не только в мифах или фильмах, оно реально, оно вокруг нас. И что еще более тревожно, оно часто действует скрытно. Но не волнуйтесь. С небольшой осведомленностью вы сможете заметить предупреждающие знаки и защитить себя. Злые люди не появляются с рогами или хвостами, но их действия раскрывают их истинную сущность. Они манипулируют, разрушают и используют вашу доброту в своих интересах. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть детективом, чтобы их распознать. Древние стоические философы, такие как Марк Аврелий, оставили нам вечную мудрость о том, как выявить зло и защитить себя от него. В этом видео я расскажу о 10 явных признаках того, что вы имеете дело со злым человеком, признаках, которые невозможно игнорировать. Эти знания помогут вам сохранить спокойствие и защитить свою энергию. Давайте начнем и научимся с уверенностью и ясностью ориентироваться в этом мире. Готовы? Поехали! Первое. Постоянная манипуляция. Сенека однажды сказал: «Кто многого боится, тем и управляют через страх». Это не просто напоминание, но и предупреждение о силе манипуляции в руках злых людей. Такие личности не процветают благодаря честности. Они искажают реальность, превращая ложь в свое самое эффективное оружие. Я помню время, когда работал с коллегой, которому изначально доверял. Он был мастером хвалить меня перед другими, заставляя чувствовать себя ценным. Но за кулисами он начинал создавать тонкие слухи, преувеличивая мои мелкие ошибки перед руководством. Когда я почувствовал неладное и решил поговорить с ним, он сохранял спокойствие и уверял, что лишь хочет мне помочь. Это заставило меня усомниться в себе. Я начал думать, что делаю что-то не так, и сомневаться в своих способностях. На самом деле он вовсе не помогал. Он пытался сделать меня зависимым, внушая, что только с его помощью я смогу быть достаточно хорош. Так работает манипуляция. Она не просто дезориентирует, но и разрушает вашу уверенность в себе. Манипуляторы не строят отношения на доверии и честности. Они используют ваши уязвимости, чтобы получить контроль. Они ловко играют на ваших сомнениях, убеждая, что только они вас понимают и только они могут вам помочь. Стоическая философия учит нас, что ключ к борьбе с манипуляцией — это ясность ума и самоконтроль. Истинно добродетельный человек всегда ведет вас к независимости и автономии, а не к зависимости. Если кто-то в вашей жизни постоянно настаивает на том, чтобы вы следовали только за ним, игнорируя ваши границы или личную автономию, это явный знак того, что нужно отстраниться. Помните мудрость Эпиктета? Никто не свободен, кто не владеет собой. Отказавшись участвовать в их манипуляциях, вы возвращаете себе контроль над своими мыслями, действиями и решениями. Ментальная ясность и мое самосознание — это противоядие от их токсичного влияния, то есть вам не нужно спорить или что-то доказывать, просто выйдите из их игры и сохраняйте свою свободу. Второе. Маска обаяния. Эпиктет однажды напомнил нам: внешность, какими бы блестящими они ни были, часто скрывает правду. Вы когда-нибудь встречали человека, чье обаяние казалось слишком идеальным, словно из фильма? Их лучезарная улыбка, утешающие слова и способность заставить вас почувствовать себя особенным — все это выглядит как безупречное представление. Но если сделать шаг назад и присмотреться, вы можете заметить, что за этой маской скрываются совсем иные намерения. Обаяние, когда оно искренне, — это прекрасная черта. Оно соединяет людей, строит доверие и создает значимые отношения. Но в руках людей с темными намерениями
Обаяние становится смертельно опасным оружием. Они знают, как завоевать ваше сердце, обезоружить вас своими тщательно продуманными словами и представить себя тем, кем вы всегда хотели их видеть — идеальным другом, партнером или наставником. Но их обаяние пустое, как блестящая оболочка, скрывающая горькую правду. Марк Аврелий однажды предупредил нас: душа окрашивается в цвет своих мыслей. Такие люди не только манипулируют, но и используют свое обаяние, чтобы скрыть свою истинную природу — эгоизм, обман и хитрость. Обратите внимание на их поведение, когда за ними никто не наблюдает. Как они относятся к тем, кто не может им ничего дать? Слова могут быть красиво оформлены, но поступки всегда рисуют правдивую картину характера. Я знал одного человека, который умел заставить каждого чувствовать себя особенным. Он щедро раздавал комплименты, убеждая людей, что они действительно важны для него. Но со временем я понял, что он вовсе не такой, каким казался. Его похвала была продуманной и использовалась как инструмент для получения выгоды. Когда ему больше нечего было получать, он быстро отстранялся, часто говоря плохое о тех, кого раньше восхвалял. Как вырваться из их чар? Не игнорируйте внутренние сигналы. Если вы чувствуете смесь обаяния и беспокойства, доверьтесь своей интуиции. Такие манипуляторы полагаются на вашу готовность закрывать глаза на тревожные сигналы и верить в созданную ими иллюзию. Стоическая философия учит, что истина не нуждается в маске. Искренняя доброта сияет сама по себе, без притворства. Откажитесь от блестящей поверхности и ищите правду за ней. Истинная добродетель не нуждается в маскировке. Третье. Ложь без угрызений совести. Марк Аврелий однажды сказал: «Ничего не следует делать, если это неправильно, и ничего не следует говорить, если это неправда». Однако для по-настоящему злых людей правда — это лишь препятствие. Они лгут не по неосторожности. Для них обман стал второй натурой. Их ложь не случайна. Она тщательно спланирована, чтобы получить власть, избежать ответственности или исказить вашу реальность. Представьте друга, который постоянно придумывает сложные истории, чтобы завоевать доверие. Например, она уверяет вас, что самостоятельно руководила важным проектом, полностью приписывая себе его успех. Но при проверке документов и писем выясняется, что это неправда. Когда вы пытаетесь выяснить правду, она не признает ошибок, а обвиняет вас в неправильном понимании ситуации, уводя внимание на несущественные детали. Так работают мастера манипуляции. Они заставляют вас сомневаться в своей памяти и здравом смысле, подтачивая ваше восприятие реальности. Злые манипуляторы используют вашу неуверенность, убеждая, что только они знают лучше, и захватывают контроль над ситуацией. Их ложь требует постоянного поддержания. Новые обманы скрывают старые. Но именно здесь их слабое место. Истина устойчива и не требует усилий, в то время как ложь хрупка и постоянно под угрозой разоблачения. Чтобы защитить себя, обращайте внимание на несоответствие. Меняются ли их истории под давлением? Соответствуют ли их поступки словам? Стоическая философия учит сосредотачиваться на действиях, потому что именно они раскрывают истинный характер человека. Если вы замечаете разрыв между словами и делами, доверьтесь своим наблюдениям, а не их заявлениям. Задавайте вопросы, требуйте прозрачности и, главное, устанавливайте границы. Честность — это не только основа отношений, но и зеркало, отражающее искренность. Когда ложь становится постоянной, не бойтесь отстраниться. Стоицизм напоминает, что настоящая сила заключается в умении управлять собой и отдаляться от того, что подрывает наши ценности и спокойствие.
Четвертое. Отсутствие эмпатии. Сенека однажды заметил: люди — социальные существа, не предназначенные жить только для себя. Эмпатия — это мост, который соединяет нас, позволяя разделять радости и горе друг друга. Но для по-настоящему злых людей другие люди — это всего лишь пешки в их корыстных играх. Они не заботятся о вашем счастье или боли, если только это не служит их личным интересам. Отсутствие эмпатии — это не просто недостаток характера, это явный признак пустой души. Представьте ситуацию. Вы сидите напротив друга и делитесь своими переживаниями, которые вас тяготят. Вместо поддержки он отвечает: «Ты думаешь, это плохо? Дай я расскажу, как прошел мой день», пренебрегая вашей уязвимостью и сводя все к своей проблеме. Это не единичный случай, а шаблонное поведение. Такие люди не желают или, что хуже, не способны выйти за рамки своих интересов, чтобы понять ваш опыт. Их отстраненность проявляется в пугающем равнодушии или даже скрытой радости от ваших неудач, оставляя пустоту там, где должна быть эмпатия. Эмпатия — это не просто приятное дополнение, а основа крепких отношений. Без нее взаимодействие становится односторонним, изматывающим и лишенным глубины. Злонамеренные люди используют отсутствие эмпатии для достижения своих корыстных целей. Они могут изображать сочувствие, когда это удобно, но их равнодушие становится очевидным, как только с их лица спадает маска. Марк Аврелий мудро заметил: «Хватит спорить о том, каким должен быть хороший человек. Будь им». Что же делать, столкнувшись с равнодушием? Установите четкие границы, защищайте свое спокойствие и не позволяйте их холодности заставить вас усомниться в собственной ценности. Стремитесь к отношениям, построенным на взаимном уважении и понимании. Отношениям, которые поддерживают, а не разрушают. Окружайте себя людьми, которые радуются вашим успехам и остаются рядом в минуты грусти, потому что настоящая связь строится на эмпатии, а не на эксплуатации. Пятое. Жажда контроля. Для злого человека контроль — это не просто привычка, это основа их существования. Они стремятся доминировать во всем, от ваших отношений и мыслей до мельчайших решений. Марк Аврелий однажды сказал: «Твой разум находится под твоим контролем, а не внешние обстоятельства. Когда ты это осознаешь, ты обретаешь истинную силу. Но именно эту силу злонамеренные люди хотят отнять, потому что понимают: контролируя ваш разум, они могут управлять всей вашей жизнью». Я знал человека, который поначалу казался надежным. Его советы выглядели разумными и искренними. Однако со временем стал проявляться тревожный шаблон. Он вставлял в разговоры тонкие замечания, которые подрывали мою уверенность в себе, заставляя думать, что я нуждаюсь в его руководстве, чтобы принимать правильные решения. Однажды, когда я рассматривал возможность участия в важном проекте, он убедил меня, что я не справлюсь, и предложил взять инициативу на себя. Тогда я согласился, потому что он внушил мне сомнения в собственных способностях. Позже я осознал, что его цель была не помочь мне, а удерживать меня под своим контролем. Такие люди стремятся не просто влиять на ваши действия, но полностью управлять вашими мыслями и эмоциями. Они используют чувство вины, стыда или сладкие речи, чтобы сделать вас зависимыми. Их цель — не ваше развитие, а ваша зависимость от них. Эпиктет говорил: «Свобода — единственная достойная цель в жизни, и она приходит, когда ты отказываешься быть под контролем того, что вне твоего влияния». Злые люди прекрасно это понимают и делают все, чтобы поработить ваш разум. Но вам не нужно мириться с этим. У вас есть право отвергнуть их манипуляции. Задайте себе вопрос: соответствует ли это моим ценностям? Используйте этот вопрос как компас,
чтобы направлять свои действия. Автономия — это величайшая сила, которой вы обладаете, и никто не имеет права ее у вас отнять. Марк Аврелий напоминал: «Качество наших мыслей определяет счастье нашей жизни». Не позволяйте никому формировать вашу реальность или заставлять вас сомневаться в своей ценности. Берегите свой разум. Это отправная точка для настоящей свободы. Те, кто действительно заботится о вас, никогда не будут пытаться вас контролировать. Напротив, они будут вдохновлять вас на самостоятельные решения и помогать вам расти. Так что стойте твердо, держитесь своих принципов и позвольте вашему разуму привести вас к свободе, которую вы заслуживаете. 6. Игра в обвинение и уход от ответственности. Сенека мудро заметил: люди часто предпочитают доверие рассудку. Именно это манипуляторы используют в своих интересах. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность, они создают истории, где представляют себя жертвами в любой ситуации, обвиняя других и избегая признания своей вины. Они не только избегают последствий, но и умело перекладывают ответственность на других. Как заметил Сенека, истина тверда и не требует оправданий, а ложь всегда нуждается в сложных историях, чтобы удержаться. Представьте, что вы имеете дело с человеком, который постоянно уходит от ответственности. Каждый раз, когда что-то идет не так, он не признает своих ошибок, а вместо этого винит вас или внешние обстоятельства. Однажды я работал над важным проектом с близким другом. Когда возникли проблемы, вместо того, чтобы признать свои упущения, она быстро раскритиковала мой организационный подход, заставляя меня задуматься, не я ли причина всех трудностей. Ситуацию усугублял ее тон, который звучал, как будто она просто давала конструктивную обратную связь. После нескольких таких случаев я понял, что меня манипулируют, заставляя брать на себя всю вину за ошибки. Такие люди мастерски создают истории, которые искажают реальность и затуманивают ваше восприятие. Они играют на эмоциях, заставляя вас чувствовать вину, даже если виноваты они сами. Они пользуются вашей чуткостью и доверием, чтобы плести историю, в которой они всегда жертвы, а вы каким-то образом становитесь злодеем. Марк Аврелий напоминал, что истина стоит сама по себе. Когда вы сталкиваетесь с такими людьми, важно сохранять объективность и не позволять эмоциям управлять вашими действиями. Оставайтесь привязаны к фактам и не бойтесь задавать вопросы или опровергать ложные утверждения. Когда они пытаются переложить вину, спокойно, но уверенно требуйте ясности. Этот подход не только защитит вас от их манипуляций, но и укрепит вашу честность. Чтобы справиться с такими людьми, установите четкие границы и отказывайтесь участвовать в их психологических играх, направленных на уклонение от ответственности. Вместо этого стойте на своем, не позволяя им искажать реальность. Честность и ответственность — признаки сильного характера. Если кто-то постоянно отказывается брать на себя ответственность, их истинная сущность становится очевидной. Ваша задача — защищать свое спокойствие и держаться подальше от их манипуляций. 7. Удовольствие от боли. Одной из самых пугающих черт действительно злого человека является удовлетворение, которое он получает от страданий других. Эпиктет мудро советовал: окружайте себя теми, кто делает вас лучше. Однако такие люди не интересуются ростом или поддержкой. Они ищут возможности унизить других и получают радость от боли, которая их окружает. Это токсичное удовольствие часто начинается с мелочей, которые кажутся безобидными. Это может быть саркастическое замечание, насмешливый смех над чьей-то неудачей или довольная ухмылка при виде чужого провала.
Со временем такие действия раскрывают их истинную сущность. Они не стремятся возвысить себя за счет труда или заслуг, а предпочитают возвышаться, разрушая других. Однажды у меня была подруга, которая с какой-то странной энергией рассказывала о чужих ошибках. Однажды она засмеялась, когда коллегу публично отчитали в офисе. Сначала я подумал, что это просто равнодушие, но со временем стало ясно, что это ее способ почувствовать себя сильной. Вместо того, чтобы предложить поддержку или проявить эмпатию, она преувеличивала чужие трудности, чтобы выглядеть лучше на их фоне. Сенека однажды сказал: «Нет никого несчастнее, чем тот, кто никогда не сталкивался с трудностями». Однако для таких людей трудности — это не урок, а инструмент. Их радость не исходит от достижения чего-то значимого, а от наблюдения за тем, как другие оступаются. Они прибегают к саботажу, сплетням или намеренно причиняют вред, чтобы подпитать свое эго. В корне такого поведения лежит глубокая неуверенность. Они нуждаются в страданиях других, чтобы чувствовать себя лучше. Но это мимолетное удовлетворение — лишь временная маска, скрывающая их внутреннюю пустоту. Чтобы противостоять таким людям, стоическая философия подчеркивает важность защиты своей самооценки и выбора отношений, которые способствуют вашему развитию. Распознавайте признаки: их равнодушие, радость от чужих страданий или зацикленность на чужих неудачах, чтобы почувствовать себя лучше. Отойдите от них, потому что каждый момент, проведенный в их обществе, это момент потерянный для вашего покоя и самоуважения. Окружите себя теми, кто поддерживает вас, кто радуется вашему росту, а не умаляет его. Эти люди не только уважают вас, но и вдохновляют становиться лучшей версией себя. Истинная радость никогда не строится на страданиях других, а на общих успехах и искренних отношениях. 8. Изоляция как оружие. Марк Аврелий однажды сказал, что люди рождены для сотрудничества. Наша сила в единстве, общем опыте и поддержке тех, кто о нас заботится. Но для злонамеренных людей этот естественный порядок вещей именно то, что они стремятся разрушить. Одно из их самых сильных оружий — изоляция. Отдаляя вас от близких, друзей или групп поддержки, они не только лишают вас эмоциональной силы, но и делают вас более уязвимыми для контроля и манипуляций. Однажды у меня была подруга, которая поначалу казалась искренней и заботливой. Со временем она начала делать едва заметные негативные замечания о людях, близких мне. «Твоя лучшая подруга не так уж хорошо к тебе относится», — говорила она с серьезным тоном, или «твоя семья не понимает тебя так, как я». Сначала я не придавал этим словам значения, думая, что она просто хочет моего блага. Но с течением времени эти комментарии становились все более частыми, вызывая сомнения и отдаляя меня от тех отношений, которые всегда были моей самой сильной поддержкой. Ее подход был мягким, но продуманным. Это была целенаправленная психологическая манипуляция, направленная на то, чтобы посеять неуверенность и заставить меня поверить, что только она действительно заботится обо мне. Чем больше я изолировался, тем больше росла ее власть надо мной. Но вот что они не хотят, чтобы вы поняли. Настоящая сила исходит из связи, из искренних и крепких отношений. Единство — это основа устойчивости. Если вы начинаете ощущать одиночество или отдаление от близких, остановитесь и задумайтесь. Пересмотрите ситуацию, доверьтесь своим инстинктам и не бойтесь обратиться к тем, кто вам действительно дорог. Поговорите с друзьями, с семьей и близкими людьми. Они — тот фундамент, который поддерживает вас даже тогда, когда жизнь кажется нестабильной. Стоическая философия напоминает нам, что мы не созданы для жизни в изоляции. Мы часть большого сообщества, и подлинные отношения
— это наша истинная сила. Не позволяйте никому убедить вас в обратном. Защищайте свои связи, и вы найдете в них силу, чтобы преодолеть любую манипуляцию. 9. Зависть под маской. Зависть — это разрушительное чувство, но она становится особенно опасной, когда скрывается под видом заботы или доброжелательности. Сенека однажды напомнил нам, что зависть — это язва души. Для тех, кто ее питает, их советы или внимание часто не направлены на то, чтобы поддержать вас. Напротив, они стремятся подорвать вашу уверенность. Такие люди не могут выносить чужого счастья или успеха. Под прикрытием, казалось бы, полезных советов или комплиментов, они сеют сомнения в вашей значимости. Однажды у меня была подруга, которая, казалось, искренне радовалась моим достижениям. После того, как я завершил важный проект, которым был очень горд, она сказала: «Это здорово. Но, может, в следующий раз тебе стоит постараться чуть больше, чтобы достичь еще более высокого уровня». Стандартно. Сначала я думал, что это был искренний совет. Но, обдумав это, я заметил, что ее тон имел скрытый подтекст, тонкий укол. Не для того, чтобы поддержать меня, а чтобы умалить мои достижения. То, что казалось безобидной обратной связью, на самом деле было способом заставить меня почувствовать, что я недостаточно хорош. Эти ложные комплименты часто перемешаны с замечаниями, которые подрывают уверенность. Завистливый человек не будет нападать на вас открыто. Вместо этого он сеет маленькие сомнения в вашем разуме, заставляя вас сомневаться в своих способностях и успехах. Они могут сказать что-то вроде: «Ты действительно хорошо справился, но не слишком радуйся, всегда есть куда стремиться». Или «Это потрясающе, но я слышал, что кто-то другой сделал что-то подобное и добился еще лучших результатов». Такое поведение — это не забота и не доброта. Это стратегия, чтобы опустить вас до их уровня. Завистливые люди не могут праздновать ваш успех, потому что он подчеркивает их собственные тени. Они не хотят видеть, как вы процветаете. Они хотят, чтобы вы уменьшились, чтобы они больше не чувствовали угрозы. Стоическая философия учит нас доверять своей интуиции. Если вы чувствуете что-то неладное в чьих-то похвалах или советах, прислушайтесь к этому чувству. Посмотрите глубже на истинные намерения, стоящие за, казалось бы, безобидными словами. Искренне добрый человек поднимет вас, похвалит от всего сердца и вдохновит на дальнейший рост. В отличие от этого, завистливый человек использует свои слова как инструмент, чтобы управлять вашими эмоциями и подрывать вашу уверенность. Чтобы защитить себя, установите четкие границы и не позволяйте никому умалять вашу ценность. Окружите себя теми, кто искренне радуется вашему успеху. Люди, которые не только помогают вам сиять, но и подталкивают вас к новым вершинам. Не нужно уменьшать свой свет, чтобы другим было удобнее. Утверждайте свою ценность и дайте своему свету сиять ярко. 10. Непокаянное сердце. Одним из самых очевидных признаков злого человека является непокаянное сердце. Марк Аврелий учил, что мы не должны тратить время на споры о том, каким должен быть хороший человек, а вместо этого сосредотачиваться на действиях, чтобы улучшить себя. Однако злые люди часто делают прямо противоположное. Они цепляются за разрушительные привычки, никогда не признают свою вину и, конечно, не имеют намерения исправлять нанесенный ущерб. Они живут в отрицании, оправдывая свои действия сложными отговорками, делая вид, что проблема никогда не в них. Вспомните кого-то, кого вы знали, человека, у которого всегда находилось оправдание для каждой ошибки. Когда они причиняли боль другим, вместо извинений они винили обстоятельства или утверждали, что другие ничем не лучше.
Когда кто-то пытался объяснить, как их поведение причинило вред, они уклонялись от разговора, перекладывали вину или даже обвиняли другого человека в чрезмерной реакции. Но что действительно выделяется, так это их полное нежелание меняться. Для них самоанализ и исправление ошибок кажутся слабостью, тогда как упрямство воспринимается как сила. Такой образ мышления резко отличается от стоической философии. Стоик понимает, что самоанализ, признание ошибок и попытки исправить их — это не признаки слабости, а проявление смелости и самоуважения. Люди с непокаянными сердцами не только причиняют вред другим, но и отвергают возможность личного роста и зрелости. Если вы близки с человеком, который постоянно оправдывает свои поступки, избегает ответственности и никогда не пытается исправить причиненный вред, задумайтесь. Не все готовы расти или меняться. Защитите себя от токсичных отношений и направьте свою энергию на тех, кто поддерживает вас. Людей, которые имеют смелость признать свои недостатки и стремятся стать лучше. Марк Аврелий напоминал нам: сосредоточьтесь на мыслях и людях, которые поднимают качество вашей жизни. Итак, мы только что разобрали 10 явных признаков того, что рядом с вами может скрываться злой человек. Звучит пугающе, не так ли? Но помните, осознанность — это ваше самое мощное оружие. Злые люди могут манипулировать вами только тогда, когда вы не осознаете их тактики. Как только вы распознаете их стратегии, вы не только защищаете себя, но и оберегаете свое внутреннее спокойствие от их хаоса. Марк Аврелий учил нас, что истинная сила заключается в умении управлять своим разумом и реакциями. Не позволяйте токсичным людям вторгаться в ваше ментальное пространство или нарушать вашу гармонию. Устанавливайте границы, стойте на своем и продолжайте сиять, потому что ваш свет — это именно то, чего они боятся больше всего. Если вы нашли это видео полезным, нажмите на кнопку «Нравится», подпишитесь на канал и напишите в комментариях: «Я вижу знаки», чтобы мир знал, что вы готовы защищать себя от негативного влияния. Спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео, где ваша мудрость продолжит расти.